Еще один интересный момент в истории VF2 в Японии. Это противостояние Бун Бун Мару и Даймон Лау. Началось все с легенд про некоего непобедимого игрока из Киото, распространившихся в Токио. Одна из зацепок была в том, что почти все его победы происходили благодаря рингауту. В итоге лучшие токийские игроки отправились в Киото, чтобы проверить, насколько непобедим тот человек. Они были уверены в своей победе, но их ждало кое-что необычное. У Лау в VF2 есть одна очень опасная серия не с самым простым вводом. Это средний каунтер-хит лаунчер, продолжающийся его обычной джеб-серией, первый удар которой простой быстрый джеб с плюсом на блоке. Таким образом можно было давить этой серией чуть ли не спамить ее, и влезть в нее после джеба было большой проблемой. Основная проблема была в том, чтобы не тормозить и не создавать дыры между джебами и следующим ударом, для чего нужна очень высокая скорость и четкость ввода и четкий тайминг. Но Даймон, благодаря тренировкам, смог легко убивать всех, заводя их в свою ловушку и наказывая за попытки вылезти из нее огромными комбами, которые часто давали рингаут. В итоге токийские игроки получали по задницам и отправились домой, чтобы приготовить сопротивление этой технике. Вылилось это все в один довольно интересный турнир, проведенный в Токио, который даже показали по ТВ как шоу. Во время турнира он даже восседал на троне, и прекрасные девы по обе стороны охлаждали воздух вокруг его величества и радовали его глаза своими образами. В случае поражения Мару ждали публичные унижения, а победа сулила ему еще большую славу. Но Даймон Лау вернулся. Добравшись до финала, он показал крайнее пренебрежение к Бун Бун Мару. И в итоге он отправил очко Бун Бун Мару в зрительный зал со скоростью кометы. Буквально. Ему даже пришлось расклеить унизительные листовки в одной из местных аркад. Но это не конец истории. В итоге был проведен еще один турнир, решивший исход этого легендарного противостояния. Бун Бун Мару не сидел на месте и готовил контрмеры для наказания игры Даймона. Ответом оказались крауч-дэши назад, позволяющие отойти от первого удара серии, присесть под вторым и наказать Лу, например, броском. Они долго практиковали это с Шинджуку, но сделать это на практике было куда сложнее, чем кажется. И никто не был уверен, что это сработает. И первые два раунда решающего матча между ними ушли в пользу Даймона. Однако все оказалось не так просто для Даймона. На краю поражения Мару все-таки смог выкинуть дешевого Лу за арену лучшим броском Вульфа и начал переворачивать игру в свою пользу. И в начале четвертого раунда он тут же повторил это. На попытке Даймона спастись от броска, Мару тут же нашел ответ в виде нижних бросков. И еще один. Так неожиданно потеряв инициативу и боясь сделать даже одно лишнее движение, Даймон ушел в защиту, в которой и умер от обычного броска Бун Бун Мару. В итоге на протяжении всего одного матча в таком быстром темпе, где раунды заканчиваются за считанные секунды, произошло очень многое.
Самое интересное, это то, как быстро Мару подобрал контрмеру к Даймону, начавшему панически спасать себя от Giant Swing Вульфа, несмотря на то, что проблема была вовсе не в этом броске. По-моему, такие истории гораздо увлекательнее и интереснее, чем какой-то там сюжет про противостояние папки с сыном, с внуком, с мамкой и так далее. Подобные события — это и есть настоящий сюжет игры, неразрывно связанный с людьми, играющими в нее.